Друзья, привет! Я по-прежнему дома с ковидом, но надеюсь, что очень скоро мы сможем встретиться снова в привычном формате на лавочке. Сегодняшняя история, или скорее зарисовки, о моей музыкальной школе и об Иоганне Себастьяне Бахе. Я подумала, что раз уж я вынуждена снимать истории дома, то нужно брать от этого все. И в этот раз вдохновением послужило мое электронное пианино. Сегодня в середине выпуска чуть-чуть буквально помузицируем. Итак, в детстве и отрочестве в течение 8 лет, параллельно со своей общеобразовательной школой, я несколько раз в неделю ходила на занятия в прекрасное волшебное заведение под названием «Детская школа искусств номер 3» имени Святослава Рихтера. Там работали прекрасные люди, и уже после окончания школы я регулярно туда приходила, навещала свою основную учительницу музыки. Кстати, последние пару лет как-то не была, там все было недосуг, нужно в этом году обязательно это исправить. И вот когда мне было 8 лет, и я только-только поступала в музыкальную школу, я поступала параллельно в 2 или 3 сразу. В каждой были свои вступительные испытания, проверяли музыкальный слух, чувство ритма, и еще нужно было туда попасть, быть принятым. И вот мы с мамой приходим в первую музыкальную школу. Ничего особенного, школа как школа. Приходим во вторую, тоже примерно впечатление. И в последнюю очередь приходим в ДШИ имени Рихтера. Видим это прекрасное здание, эти синие ели у входа. Внутри так все красиво, просторно, какие-то прекрасные диваны стоят. Совершенно другая атмосфера, совершенно другой уровень. Конечно, мы хотели, чтобы меня приняли именно туда. И к нашему великому счастью так все и получилось. Я начала заниматься. Моей специальностью, основным предметом было фортепиано. Мне было 8 лет, соответственно, а моей основной учительнице по фортепиано, было тогда 22 года. Это был ее первый год работы. Она только-только окончила музыкальный институт. И у нее было несколько учеников с нуля, таких же, как я, но они потом, по той или иной причине, отсеялись. Потом, с течением времени, у нее были ученики от других преподавателей, которых она вела до самого конца. То есть именно под ее руководством они в итоге оканчивали музыкальную школу. Но она у них была не с самого первого года, и они у нее были тоже не с самого первого года. А мы с ней встретились именно что с нуля. И я ее первая ученица, которую она вела с самого-самого начала до самого-самого конца, с 1 по 8 класс, с 8 лет до 15. И более того, пришли мы с ней в эту музыкальную школу вместе. Я в 1 класс, а она на первое свое место работы в первый год. Для меня это лично знаменательно и очень примечательно. Светлана Валентиновна всегда очень много давала своим ученикам. Вообще по расписанию у каждого было 2 урока по специальности в неделю. Каждый урок 45 минут. Но на моей памяти ни разу урок не длился 45 минут. Всегда дольше, а часто гораздо дольше. А перед зачетами и экзаменами вообще были еще и какие-то дополнительные занятия. У меня в целом музыкальные способности были средние. Я особым музыкальным талантом не отличалась. У меня неплохо шел хор. Я обожала хор, и музыкального слуха мне хватало для хороших занятий. Но, например, сольфеджио, диктанты эти, особенно когда они стали сложными в старших классах, это был для меня какой-то ужас. Ну и само фортепиано, мне все время не хватало какой-то беглости, ровности, еще чего-то. И еще у меня был психологический барьер, и тогда, и сейчас. Мне очень сложно было сыграть любое маломальски сложное произведение без запинок, без заминок. Всегда я обо что-то спотыкалась. С возрастом стало немножко получше, а тогда в музыкальной школе, мне кажется, это было почти что невозможно. Что делать? А теперь давайте переместимся из того года, когда мне было 8 лет, в мой выпускной год, выпускной класс. В музыкальной школе это был 8 класс, в общеобразовательной 10, и было мне тогда 15 лет. В сентябре нужно было определяться с репертуаром, что именно я буду играть на выпускном экзамене в мае. Светлана Валентиновна предложила в качестве основного произведения взять концерт Баха.
концерт номер 4 «Ля мажор», первую его часть, в переложении для 2 фортепиано или для 2 роялей. Это был довольно серьезный выбор, особенно для моего уровня. Это так называемая большая форма, целый концерт, а не просто пьеса. И, во-первых, это был большой объем для запоминания, конечно, все нужно было играть наизусть. Ну и вообще нужна была некая выносливость, сыграть достаточно большое произведение от начала до конца в стабильном темпе, без каких-то больших неровностей и проблем. Давайте я сейчас буквально самое-самое начало сыграю, просто для общего впечатления. Сижу я не очень правильно, но это уж просто для, так сказать, того, чтобы почувствовать. Ну и так далее. Конечно, я могу играть еще долго, но тогда наша история превратится в музыкальный вечер, а у нас все-таки немножко другой жанр. Так вот, начался год подготовки, мой выпускной класс. Тут еще нужно сказать, что я, конечно, к сожалению, была не самой старательной ученицей. Я должна была, особенно как выпускница, заниматься дома хотя бы часа 2-3 в неделю, а у меня было настоящее фортепиано, не такое, не электронное, но мне дома как-то не занималось, и поэтому я не очень хорошо готовилась. Но я не могла приходить полностью неподготовленной, и я должна была это как-то компенсировать. И в итоге я полагалась не на музыкальные свои способности, а на другие. По дороге в школу, в автобусе или на переменках, например, сольфеджио, я открывала ноты и не в процессе игры, а просто визуально, интеллектуально старалась запомнить, как будто бы стихотворение в книге. Во-первых, я старалась запомнить части, ноты, которые я должна была знать наизусть. Ну и во-вторых, я внимательно смотрела и пыталась запомнить все многочисленные пометки, все мои ошибочки, что играть тише, что громче и так далее. И надо сказать, что этот метод меня, конечно, очень выручал. То есть за счет такого интеллектуального штудирования нот, не прикасаясь к фортепиано, к инструменту, я приходила на занятия достаточно подготовленной. В школе занятия, в принципе, строились так, что чем моложе были ученики, тем они раньше начинали занятия. И наоборот, чем старше ученики, тем позже они начинали. То есть, условно, первоклашки начинали в 12 часов дня, в час примерно. А, например, выпускники начинали часов в 6 или в 7 вечера. И занятия обычно проходили в музыкальных классах. Такие небольшие помещения, небольшой площади. Там стояло 2 фортепиано, несколько стульев и, по сути, и все. А зачеты, экзамены и концерты проходили уже в залах. Вот, например, на нашем этаже был малый зал, так называемый, совершенно волшебное место. Там стояли 2 прекраснейших рояля, всегда идеально настроенные, с божественным звуком, с легчайшими клавишами. Сам зал был круглым, на стенах были фрески великолепные в пастельных тонах. И там была какая-то великолепная акустика, прекраснейшая атмосфера. И перед особенно зачетами и экзаменами преподаватели частенько брали ключ от этого зала, чтобы уже тренировая своих учеников непосредственно в месте, где будет проходить зачет или экзамен. И особенно, конечно, это было актуально в выпускном классе. То есть мы в этом зале в мой последний год учебы проводили достаточно много времени. И вот я отчетливо помню такую повторяющуюся сцену. Она повторялась много раз. Я помню все запахи, все ощущения, все светотени этой мизансцены. Зима. Часов в 7 вечера. После сольфеджио я иду к Светлане Валентиновне на занятия в малый зал к нашим фрескам и роялям. Занятие начинается довольно поздно, часов в 7, и после меня уже нет других занятий, других учеников, то есть я последняя. В школе почти уже никого нет. Атмосфера зимнего вечера, за окном уже темно. Мы, конечно же, включаем свет, желтый свет, а за окном чернота. И вот мы садимся, я за свой рояль,
Светлана Валентиновна за свой. И начинаем играть Баха. Бах — это было наше основное произведение, флагманское. Все остальное было уже вторично. Тут еще нужно сказать, что игра в 4 руки — это совсем не то же самое, что игра в одиночку в 2 руки. Это в 2 раза больше звука, в 2 раза больше разнообразия. Это такая перекличка между партиями. Это командное взаимодействие. Нужно обязательно слушать партнера и не убегать, и не отставать. И вот мы садимся и начинаем играть. Полчаса, час, 1,5 часа, 2 часа, 2,5. Эти фрески вокруг, эти звуки волшебные, эта атмосфера. Мы играем, играем и играем почти без перерыва, почти без остановки. Мы тренируемся. Надо еще сказать, что я, конечно, обожала эту музыку. Мне ужасно нравился этот концерт Баха, и я сама была готова играть его бесконечно. Я входила во вкус, я входила в такой раж и играла с такой большой эйфорией, с такой невероятной радостью. Совершенно я не уставала от этого концерта. И вот так вот мы занимались. Я не забуду это ощущение никогда. Но после такой 2- или 3-часовой репетиции, конечно, уже было поздновато, время уже приближалось к часам 22 вечера, и, конечно, нужно было закругляться. И вот я выходила из музыкальной школы, на улице было совершенно темно, уже очень мало людей, желтый свет фонарей, падает снег, и синие ели, которые стоят у входа, покрыты такими шапками снега. И вот я направляюсь к своей автобусной остановке, чтобы ехать домой, а в ушах у меня Бах. И он звучит совершенно отчетливо и с такой огромной силой. Он играет, и я не могу никак от него избавиться. Да и не хочу, конечно. Я сажусь в автобус, еду домой. Смотрю в окно на темные улицы. День уже почти закончен, такое умиротворение. А в ушах у меня Бах, как будто пластинка, которая повторяет этот концерт снова и снова, с начала до конца. Я слушаю его, и эта музыка не оставит меня до момента, пока я не усну. Совершенно незабываемо. На экзамене мне поставили 5. Я не думаю, что я играла на 5, но мне кажется, что экзаменационную комиссию в принципе поразил тот факт, что я, довольно средняя ученица, в принципе смогла осилить и неплохо сыграть, достаточно ровно, достаточно уверенно, такое большое и достаточно сложное произведение. И потом еще мы в течение нескольких лет со Светланой Валентиновной играли это произведение в 4 руки на 2 роялях на наших классных концертах. И сейчас я периодически играю Баха дома. Если я не играла несколько месяцев, то мне нужно буквально чуть-чуть времени, чтобы вспомнить. Но настолько уже крепки эти нейронные связи, настолько руки уже помнят наизусть, что зачем идет уже на автомате, что, в принципе, мне нужно не так много времени, чтобы вспомнить. И я думаю, что Бах со мной действительно навсегда. И я смогу сыграть его с минимумом подготовки в любом месте и в любое время. И я, опять же, уже говорила, что была ученицей довольно средней. Например, конечно, я никогда в жизни не смогла бы учиться в музыкальном училище, мне не хватило бы таланта. И раньше, особенно, мне приходили такие мысли. Может быть, зря я 8 лет отдала именно на музыкальную школу. Может быть, мне нужно было это время посвятить чему-то другому, например, ходить в спортивную школу, как вариант. Но каждый раз я вспоминала щедрую, благородную, прекрасную Светлану Валентиновну, столько дающую своим ученикам. Я вспоминала эти вечера, когда музыка не выходила часами у меня из головы, когда она была со мной. Я вспоминала эти синие ели, покрытые снегом в свете фонарей. И думала, что, конечно же, все это было не зря. И еще я думала о том, что у меня есть музыкальный репертуар, в котором несколько довольно сложных, интересных произведений, и я этот репертуар могу сыграть, воспроизвести. И это действительно неотъемлемая и важная
часть моей личности. Это такой фрагмент, довольно основополагающий моей души и моей персоналии. Конечно же, все это было правильно. И, конечно же, если бы не было тех 8 лет, я сейчас была бы совершенно другим человеком, совершенно другим. Так что я очень благодарна за те 8 лет. А вот эти ноты, вот они. Это концерт тот самый. Здесь очень много пометок, которые были сделаны в течение того года. Этим нотам уже 18 лет. Последняя страница отвалилась и куда-то делась, я не знаю куда. Эти ноты мне очень дороги. Друзья, на этом давайте пожелаем нам всем побольше музыки, побольше вдохновения. Подписывайтесь на этот канал и увидимся очень скоро, уже на следующей неделе, с новой историей. Всего вам самого-самого наилучшего и красивой, вдохновляющей, умиротворяющей музыки в ушах. Пока, до новых встреч!